Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт с ананасами. Ореховая основа, нежный йогуртовый слой и сладкий ананас в ароматном желе никого не оставят равнодушными. Торт готовится совсем несложно и получается очень вкусным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим основу для торта. 60 грамм грецких орехов измельчаем ножом на более мелкие кусочки. Берем 150 грамм муки и насыпаем в нее пол чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем. Мучную смесь насыпаем в чашу измельчителя. Сюда же насыпаем 100 грамм сахара и кладем 150 грамм холодного сливочного масла, нарезанного на небольшие кусочки. Все недолго измельчаем до однородности. Также это тесто можно перетереть руками. В эту массу разбиваем одно яйцо и засыпаем подготовленные орехи. Опять все измельчаем. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Распределяем тесто по всей поверхности формы. Диаметр моей формы 21 см. Тесто получается липким, и лучше всего его распределять силиконовой лопаткой или ложкой. Форму с тестом ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 25-30 минут. Испеченный корж вынимаем из духовки и оставляем остывать. В мисочку насыпаем 40 грамм желатина и наливаем 200 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Остывший корж вынимаем из формы и снимаем пергаментную бумагу. Форму опять складываем. По бокам формы ставим ацетатную пленку. Также у меня на канале есть и другие очень вкусные и красивые рецепты тортов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. На дно кладем испеченный и остывший корж. Набухший желатин ставим на маленький огонь. Постоянно перемешивая, распускаем желатин. Желатин нужно нагревать примерно до 50 градусов. Из 2 банок консервированных ананасов сливаем пол-литра сиропа. Нагретый желатин заливаем в сироп, постоянно перемешивая. Сироп должен быть комнатной температуры. В отдельную миску наливаем пол-литра сладкого йогурта без добавок. Перед тем, как использовать йогурт, его нужно за полчаса выставить из холодильника, чтобы он немного согрелся. К йогурту постепенно наливаем примерно третью часть сиропа с желатином. Я налила 250 мл. Все хорошо перемешиваем венчиком. Вместо йогурта можно использовать густую сметану и насыпать в нее 2 столовых ложки сахара. Йогуртовую смесь заливаем на уже подготовленный корж в форме. Торт ставим в холодильник примерно на 30 минут, чтобы схватился йогуртовый слой. Йогурт застыл. Выкладываем на него 2 банки консервированного ананаса, нарезанного кусочками, и равномерно распределяем его по всей поверхности. Сверху на ананасы выливаем оставшийся ананасовый сироп с желатином. Если он за это время немного застыл, то его можно растопить в микроволновке или на маленьком огне. Сироп должен быть слегка теплым, но не горячим. Ложкой более равномерно распределяем кусочки ананасов. Сверху для красоты я кладу ягоды замороженной клюквы, но это не обязательно. Все ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы хорошо застыл торт. Застывший торт вынимаем из формы и снимаем ацетатную пленку. Торт переставляем на блюдо и подаем на стол. Торт с ананасами получился очень вкусным, легким и нежным. Ароматная ореховая основа, нежный йогуртовый слой и сладкий ананас в ароматном желе всех покорят своим вкусом и видом. Обязательно приготовьте такой необычный тортик, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.